Всем доброе утро. Не знаю, ли слышно, но уже поют птицы. Весна уже видно близко. Февраль месяц, а так поют птицы. Вчера, позавчера, что бы я ни делала, ничего мне не помогало. Я и пополоскала содой, с солью, я и купила леденцы, которые надо было, они были обезболивающие, противовоспалительные. Ничего, какие-то эти леденцы сейчас такие, раньше были с эвкалиптом, оно так хорошо прогревало горло, и какое-то действие было обезболивающее. Сейчас же совершенно просто такой сладкокислый леденец, и оно не помогает. Вот, что я еще там делала, ингаляцию я делала, полоскала еще каким-то средством таким из аптеки. Ну, короче, много всего, а ночью боль не перестает и спать не могу. И вот кто-то мне припомнил из моих подписчиков добавить еще в это полоскание немножко йода. И я так скептически, но добавила этот йод, и вы знаете, я прополоскала, и мне боль вот сейчас сняло, и уже такого нету, как было раньше, я не могла не глотать ничего, я не знаю, или это йод такое имеет, обезболивающее действие, или там просто капельку туда в раствор добавила, и я вижу результат. Так что уже могу глотать, и уже такой боли адской нету, которая была. Ну и, конечно же, дальше продолжаю интенсивно лечиться. Вот, всем, чем только могу, и надеюсь, что уже скоро стану в строй. Но, наверное, меня заразил этим муж, потому что я не могла нигде простудиться, просто ни с того ни с сего стала дома болеть горло. Вот так. Вот приготовила второй завтрак дочке в школу. Здесь у меня бутерброд, здесь у меня кусок багета, но также в середине есть и сыр, и ветчина, и помидор. Вот здесь в коробочке яблочки. Она так любит, потому что я даю наши яблоки уже немножко такие сморщенные. Вот, поэтому я и чищу, я даю в коробочке, и так удобнее сразу съедать. Вот. Ну и круассанчик. Дочка будет в школе с 8 до 3. Вот. Ну, что могу, то стараюсь ей дать какие-то разнообразные бутерброды, потому что питания в школе вообще нету никакого. Она учится в лицее, и вот с 8 до 3 в школе будучи, нету ни буфета, ничего. Вот. Хорошо, что она где-то может пойти попросить, чтобы ей в маленький термос скипятили воду, она себе еще делает чай. А кто вот так вот не попросил и не сориентировался, в основном никто так не делает. И дети просто сидят на холодных каких-то напитках целый день. Вот, что интересно, в рабочих коллективах там хоть какие-то буфеты бывают, хоть не везде, но бывают. А вот ребенок учится интенсивно столько времени, и нету никакой надежды, никакой возможности на горячую пищу хотя бы раз в день. Это очень тяжело, особенно в лицее учиться нелегко. Вот остался для меня последний пончик в этом году. Они разлетелись просто на ура. Если кому интересно, смотрите, я сняла для вас подробное видео, рецепт шикарный. Пончики просто пух, нежнейшие. И я показываю, как сделать пончики с начинкой, если у вас нету специального приспособления, чтобы протыкать пончики. То есть я жарю пончики уже с начинкой внутри. И посмотрите, какой он у меня получился. Шикарный пончик. Вот мой злаковый кофе. И сейчас я буду лакомиться ним, потому что жарю пончики я всего лишь раз в году на Масленицу, на жирный четверг. Хочу обратить ваше внимание вот на такое приобретение, не знаю, видели вы или нет. Вот такая насадка на стульчик.
Она здесь с сеточкой. Вот так она выглядит сбоку. Вот она на резиночке. И вот с таким вот прогибом. Видите? И накладывая ее на стул, это намного улучшает качество сидения, особенно детям, которые учатся. Ну и вот я у меня все дети имеют на стульчике около письменного стола, а этот я поставила внизу, там, где я иногда сижу дольше. И вы знаете, как сказать, спине намного легче и комфортнее с такой штукой. Стоила она просто копейки. Я даже не помню, но такие смешные просто копейки я покупала в Кауфланде. Поэтому посмотрите, если вам такое нравится, и если вы считаете, что оно вам пригодится, я лично очень советую, и мои дети также довольны. Сегодня на обед варю борщ. И как же я его варю? Я сначала кипячу воду, и затем в эту кипящую воду бросаю очищенную свеклу. И буду ее так готовить до мягкости, до готовности, можно сказать. Не заливаю свеклу холодной водой. Во-первых, это и ухудшает качество, и дольше варится. Поэтому, если хотите сварить свеклу быстрее, то нужно бросать ее в кипяток. Пока варится свекла, я буду делать остальные приготовительные работы. Вот делаю зажарку. Немножко поджариваю лук на подсолнечном масле. И в конце добавляю ложку-полторы муки. И делаю вот такую зажарочку. Хорошо размешиваю. И затем отправлю в суп. Это придаст ему такую лучшую консистенцию. Суп не будет слишком воднистый. Вот сварилась свекла, я ее вытащила. Сейчас она немножко остынет, и я ее натру на терочке. А в суп сейчас положу мою зажарочку, туда нарежу картошку и также уже сразу буду добавлять нарезанную пошаткованную капусту. А остывает свекла, я добавила все перечисленные ингредиенты, и суп варится. Вот моя свекла, я ее натерла и также отправляю в суп. Ну вот все ингредиенты в сборе, и теперь остается только готовить до конца. Когда сварятся все ингредиенты и мы добавим все нужные нам приправы в суп, я еще добавляю немножко лимонной кислоты. Она даст прекрасный цвет, который будет держаться долго, и также маленькую такую приятную кислинку. Итак, суп готов, приступаю к обеду. Ну что, друзья мои, давайте тестировать борщ, который мы с вами приготовили. Очень вкусно, все на своем месте. Я очень довольна, вот попробовала. И очень советую добавить немножко лимонной кислоты. Во-первых, прекрасный цвет, а во-вторых, такая легкая кислинка в борще, она также имеет свою какую-то такую изюминку. Если вы ранее не пробовали, обязательно попробуйте. Мне очень нравится. Тогда суп получается такой, немножко другой. Вот, я всегда добавляю, это меня научила моя бабушка еще, чтобы в борщ всегда добавлять немножко лимонной кислоты. Вот, поэтому, если кто-то этого не делал, некоторые говорят, что добавляют ложку уксуса. Но я не знаю, не будет ли чувствоваться запах уксуса в суп, я этого никогда не пробовала. Я всегда добавляю немножко лимонной кислоты. Суп получился не густой, не жидкий, вот. Все на своем месте. Так что приятного всем аппетита. Готовьте вместе со мной.